Один-два раз и еще раз чувство формы. Часто рисование по фото можно легко определить, вычислить, поскольку такие работы страдают отсутствием общей убедительной формы. Изображение выглядит плоским, хотя вроде бы каждая мелкая деталь в отдельности неплохо проработана и даже похожа. Отмечены переходы от цвета к тени, внимательно посчитаны рефлексы, обычно слишком внимательно, но магия объема не возникает. К правильному пониманию, осознанию трехмерности и в конечном итоге к убедительному ее изображению можно прийти только чувствуя форму. Можно прийти двумя путями – изнутри и снаружи. Изнутри – это понять конструкцию, ту основу, скелет, на который навешиваются все эти мелкие объемы. Мы должны представлять незримую связь парных и непарных форм через их общую основу. Кажется, трудно представить череп, не видя его, трудно понять мышцу, жировую прослойку, позвоночник, ключицу или коленную чашечку. Но если представлять то, что мы видим, как результат этих внутренних конструкций и наполненности, все становится чуть проще. Это мягкое место или твердое? Там под кожей уже кость или еще мышца. И тогда изучение анатомии, особенно важных в пластическом отношении мышц, обретает смысл. А название, терминология, лучше знать, чтобы не говорить, вот эта штука крепится вот к этой штуке посредством вот этой штуки. Мы заглядываем внутрь объекта, любого объекта, анатомизируем его, ставим на плоскость, рисуем, положим, от этого следа вверх с ног, как предлагал Чистяков, или просто помещаем в пространство, набирая объем, набрасываем в нашем воображении условную глину или пластилин на некий каркас. А можно идти внутрь от общего большого объема, как Кугель-систем, система шара Антона Ашбе, который мы усложняем, чуть добавляя, но больше все же выбирая форму, как Микеланджело, отсекая все лишнее из большой глыбы мрамора, из параллелепипеда, держа в голове эту простую общую форму. Мы понимаем уже на стадии построения, как появляющиеся отдельные плоскости соотносятся с большим объемом. Лоб, нос, поверхность от нижнего века до малой скуловой мышцы, от носа до верхней губы, верхняя часть круговой мышцы рта. Эти плоскости, очевидно, ближе к передней стенке нашей мраморной глыбы, чем к боковым. И сходно, но не одинаково ориентированы к свету, а значит и по тону светосилия их близость будет очевидна. Мы мысленно накрыли наш объем тонкой материи несколькими слоями марли и постепенно, убирая их, все более конкретизируем форму. Как говорится, от общего к частному. Мы, конечно, помним о том, что лицо относительно симметрично, но если мы не рисуем анфас, мы понимаем, что один из парных элементов, например, глаз, ближе к нам, лучше просматривается, менее искажен перспективным сокращением, обычно менее затемнен, выглядит крупнее и четче. Нарисовав эти парные формы с верным приоритетом, мы положим монетку в копилку нашей общей убедительной формы. Главное, не переборщить и не усилить эти перспективные сокращения сверх необходимого. Иначе мы рискуем получить искажение короткофокусного объектива. А еще, углубляясь в исследование человеческого лица, мы, разумеется, обнаружим, что лицо зачастую далеко не симметрично. Расстояние от кончика рта до зрачка справа и слева разнятся. Это усложняет и без того непростую задачу выстроить это в пространстве. И тут бывает одна ориентация модели помогает построить убедительное пространство, когда меньшая половина лица располагается дальше от нас. А иногда наоборот. Тут придется приложить дополнительные усилия. Это обычно
участь тех, кто опаздывает в аудиторию, и им достаются не самые выигрышные места. Но иногда именно на таких несимметричных парах, на таких тонких различиях держится сходство, уникальность модели. Помню, как, описывая очередной портрет периода Ренессанса, профессор увлеченно рассказывал нам, студентам, что, дескать, вы можете великолепно наблюдать, что левый глаз модели как бы еще оценивает происходящее, а вот правый уже удовлетворен увиденным. Ну, это перебор, конечно. Но да, сначала идем от общего к частному, от общей формы к деталям, строим их сообразно каркасу и друг к другу, сопрягаем парные формы, укладываем симметричные элементы в пространстве, а затем можно поискать их уникальные различия. Такая внимательная детализация приводит к неизбежному дроблению формы, что снова потребует обобщения. Для ясного прочтения общего объема необходимо подчеркнуть, усилить, собрать, слить мелкие детали внутри основных полярных плоскостей, выделив фасад, крышку, ну и борта, то есть переднюю, верхнюю, боковые плоскости. Где-то обобщается тень, и рефлекс не будет так нагло выскакивать из нее, он все-таки принадлежит тени и не может притвориться светом и даже полутоном. А где-то на светах излишнюю бугристость формы, нарытость, да, стоит смягчить, убрать ненужный контраст. Ясно прочитываемые основные плоскости дадут и ясное ощущение общей формы. Иногда, правя особенно дробный рисунок, хочется поднести к нему в качестве эталона какую-то простую геометрическую форму, освещенную сходным образом. Шар, куб или что-нибудь еще. Не знаю, там, гриб. Свет падает сверху, шляпка освещена. Аналогичные плоскости нашей модели будут выглядеть так же. Там теменное возвышение, верхняя часть головы, надбровные дуги, кончик носа. Ниже затененные глазницы, да, под шляпкой самое темное место. Там еще и падающая тень есть. Она охватывает ножку, которая вот тут появляется из темноты, и мы находим сходные позиции в нашем изображении. Обобщаем свет и тень отдельно друг от друга, но сообразно общей геометрии. Без такого аналитического скульптурного подхода при механическом последовательном мозаичном срисовывании потемнее и посветлее потеряется основная разница плоскостей, вот этой верхней, передней и боковой. Ошибки будут множиться как снежный ком. Форма потеряется. Так что да, писать, рисовать нужно то, что мы видим, визуально считываем, но делать это с пониманием того, что там внутри, не теряя при этом чувства общей формы. Как-то так.